слайд наиболее интересный. И здесь мы будем говорить о том, что произошло за 12 месяцев в целой провинции Фомагуста. Видим, что рост за 12 месяцев, ну если вверху посмотрите, 2,35% за год. Это вполне себе, в общем-то, логично ведет рынок недвижимости. Почему я говорю, что логично, мы сейчас разберемся. Вы также можете посмотреть по каждым локациям, насколько в данном случае подорожала недвижимость в течение одного года, так как у нас мы сравниваем февраль 2026 год с февралем 2025 года. Еще раз повторюсь, перед вами график, рисунок. Мы видим, как интересно вел себя рынок недвижимости целой провинции. То есть где-то до третьего квартала 2025 года мы видели такую незначительную динамику роста, потом она увеличилась, ну если в процентном соотношении читать, реперные точки вы здесь присутствуют. И вот внимание, друзья, прошу прощения, что первый месяц это январь 2026 года, сравнивая с декабрем 2025 года, показал нам динамику снижения. Февраль месяц также, друзья, что показывает динамику снижения. То есть это пока колебательные процессы, но все может быть, что перед нашими глазами начинающаяся выстраивается линия тренда. То есть вот эта аппроксимирующая линия характеризует тенденции. То есть больше года недвижимость росла, и последние 2 месяца, посмотрим в марте месяце, что будет. Если в марте тоже будет снижение, то уже можно смело говорить, ну не смело, но уже с достаточно уверенностью можно говорить, что линия тренда на понижение будет в 2026 году. Также можете посмотреть по еще раз локациям и как сильно отличается стоимость квадратного метра. Давайте, подводя итоги, сравнивая февраль 2026 года, среднее арифметическое число по провинции Фомагуста 2750 евро. В феврале 2025 года это было 2687 евро, что в годовом измерении показало, повторюсь, динамику роста плюс 2,35%. В выборку попали как старое жилье класса А, Б, так и старое, вернее, это новое жилье, так и старое жилье класса С, Д, Е, Ф. А теперь по поводу того, что я называю рынок недвижимости ведет себя в данной провинции адекватно. Давайте посмотрим основные макроэкономические показатели. Это экономики, которая 2025 год он уже прошел, но с учетом того, что это всего лишь январь-февраль, я с марта месяца буду уже опираться на новые показатели макроэкономические, развития экономики в целом южной части Кипра в 2026 году. А пока посмотрим, давайте, что произошло за 2025 год с экономикой. Причем 2024 год есть, видим там 2,6. Будем говорить о инфляции. Видим, что инфляция в 2024 году была 2,6%, и ориентировочно, кстати, почему-то Евростат еще не дал подытоживающие данные, какая инфляция была по факту в 2025 году. Здесь предположительно они выставляли 2%, но я думаю, наверное, 2,6, а может и даже и 3% в годовом измерении. Ну, посмотрим, когда новые данные будут, я их опубликую. Так вот, друзья, хочу сконцентрировать ваше внимание на инфляции. Что такое инфляция и какие процессы характеризуют инфляцию? Напомню вам, есть закон стоимости, который гласит о следующем, что экономика работает сбалансированно, если количество выпущенных товаров и услуг, а напомню вам, что недвижимость является товаром, равно выпущенным деньгам, которые находятся в целом в обороте. Да? То есть это и фиатная валюта, деньги, которые ну, бумажные, это и денежные агрегаты М0, М1, М2 и так далее. То есть это весь объем денег и обязательств, которые присутствуют в экономике. И вот если деньги выпускаются ровно столько, сколько выпущено товаров и услуг, тогда мы, в общем-то, видим минимальную инфляцию. А вот в данном случае
когда выпускается больше денег, в том числе и фиатных, то есть печатают эти деньги. Помним, что 2019 года все экономики Евросоюза стали заливаться вертолетными деньгами, так называли экономисты, деньги, не подтвержденные выпущенным товаром и услугами. За эти деньги все меньше можно купить, за обесцененные деньги меньше купить товаров и услуг. Так вот, друзья, если мы предположим, что 2% или там 2,6% инфляция, то есть обесценились деньги за год, прошедший 2025, на 2,6%, предположим всего лишь, да, стоимость в целом выросла на 2,35% недвижимости за год, то мы можем смело сказать, что ваша недвижимость, если у вас недвижимость в данной провинции, она не подешевела нисколько. Да? Почему? Потому что вот эта инфляция перекрыта ростом стоимости квадратного метра в целом по провинции. А если ваша недвижимость, допустим, показывает, как это происходит в Пафосе, это также провинция, там динамика отрицательная, то вот здесь какая-то проблема есть. То есть недвижимость должна как раз вот на эти инфляционные процессы дорожать, как и любые товары, да, и услуги. Тогда это адекватно рынок себя ведет, или недвижимость адекватно ведет. А если она при этом еще и снижается, вот здесь какая-то история связана, наверное, может быть, с переизбытком данной недвижимости. То есть много предложений на рынке. И, как помните, был такой уважаемый Адам Смит, который говорил о всемогущей руке рынка. То есть это спрос и предложение. Чем больше предложений на рынке недвижимости, тем, естественно, и при этом нет спроса, тем цены на товар, что, друзья, снижаются. Если у вас предложений на рынке мало, мы про товар говорим, а недвижимость является товаром, а спрос большой, то есть товар этот находится в дефиците, то стоимость, естественно, на этот товар растет. Ну вот так я очень просто вам постарался объяснить такие базовые как бы законы, которые, наверное, изучают на первом курсе любого университета. Поэтому, еще раз повторюсь, Фомагуста, недвижимость, люди, которые имеют в этой провинции, она ведет себя адекватно. С марта месяца я начну записывать видео, где мы будем говорить о пассивном доходе. То есть зачастую недвижимость люди покупают не только для того, чтобы жить, а для того, чтобы сдавать ее в аренду, получая пассивный доход. И на примере жилой недвижимости я буду с марта месяца по всем провинциям, по всем, так сказать, муниципалитетам вам показывать, насколько выгодно или невыгодно инвестировать в недвижимость и сдавать ее в аренду. Ну а пока все, друзья. Показ слайдов закрываю. Пришло время, друзья, прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке жилой недвижимости острова Кипр, вам необходимо что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. Можете писать мне какие-то вопросы задавать, я с удовольствием отвечу. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости острова Кипр, ну, южной его части, по крайней мере, которые точно станут для вас компасом или же путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.